Всем привет, подписчики и просто гости канала Кастомайзер. Продолжаем работать над спойлером, так называемым дактейлом. Вкратце расскажу, что было в прошлой серии, а пока буду рассказывать, вы подписывайтесь на канал. Итак, в прошлой серии мы полностью укрепили болванку, так сказать, макет спойлера, сделали крепление, отрезали, отсекли все лишнее. Здесь также все ровненько подрезали, зашпатлевали кончик спойлера. Теперь он у нас вот такой, никаких щелей, зазоров нету. Сделано крепление на заводские места багажника. А кто не смотрел предыдущий выпуск, здесь сейчас появится подсказочка. Можете по ней перейти и посмотреть предыдущий выпуск. В этом же выпуске мы будем шпатлевать, выравнивать все плоскостя, как верхнюю, так и нижнюю, торцы. Все ровненько сделаем. По плану также установить крепление спойлера на свое место и уже его утопить, зафиксировать в данном месте. И это все красиво облагородить с плавным переходом на сам спойлер. Также нужно подумать, как сделать закладные для распорок, которые я показывал в прошлой серии, которые будут установлены снизу. Одно крепление здесь, тяги, то есть распорки, а второе крепление будет уже на самом багажнике. Вот как-то так. Сейчас приступлю к работе. Напоминаю, кто не подписан, обязательно подпишитесь. И вот мои социальные сети. Достаточно вбить в поисковик Кастомайзер. А выравнивать поверхности я буду с помощью гипсовой шпатлевки. Потому что если использовать шпатлевку автомобильную, это будет дорого и уйдет ее много. А шпатлевку гипсовой не жалко, ее много и уж точно хватит. Сейчас уже вечер, ближе к ночи. Получается, как показывал на видео, я отсекал ненужную лишнюю часть гипсовой шпатлевки. Где этот у меня? Моя как линейка. Получается, вот здесь одна сторона острая. И такими нехитрыми движениями отсек лишнее. Это нижняя сторона, вот столько с нее лишнего обрезал. Также минус гипсовой шпатлевки в том, что она долго высыхает, если дать толстый слой, как, например, вот здесь. И посередине есть еще глубже места, там слой еще толще. Вот так это все выглядит. Это, конечно же, черновой вариант. Но черновой вариант уже имеет свой вид более завершенный. Конечно,
В некоторых местах есть кратеры, там шпатлевка старая, уже сколько она лежала. Видимо, там уже образовались камешки. Но, тем не менее, как мы видим, лучше, чем ничего. Опять-таки, это черновой вариант. И спойлер сейчас вес прибавил. Как подсохнет, он станет легче. Но это и не важно, так как это у нас болванка, макет. А готовая деталь будет уже после того, как я сниму со спойлера, точнее с макета, матрицу и выложу уже готовую деталь из стеклопластика. Тогда он будет ровный и легкий. На данном этапе работа завершена. Остается подождать, когда эта шпатлевка высохнет. И будем работать дальше. Остается только ждать. Надеюсь, утром шпатлевка на спойлере высохнет. Потребовалось 1,5 дня, чтобы гипсовая шпатлевка полностью высохла, и с ней теперь можно работать. Установил на автомобиль, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть уже с полностью объемными, так скажем, формами с гипсовой шпатлевкой. На данном этапе спойлер выглядит более завершенным, нежели просто корпус, усиленный стекловолокном. Сейчас он такой объемный, как я уже говорил. И теперь нужно будет поработать с боковой частью и ушками. Их также сделать плавный переход с плоскости на них. Все это сделать. Потом уже снять с нее черновую матрицу с этой болванки. И также обратите внимание, здесь есть изъян на этом кончике. Вот полоса идет. Идет. И вот здесь есть такой бугорок. Именно бугорок идет вверх. Также и здесь. Вот здесь высокая точка. Шишка образовалась. И здесь бугорок. На болванке это исправлять не буду, так как есть шанс, то, что я могу испортить всю болванку. Поэтому я буду это исправлять уже на детали, которая будет изготовлена по черновой матрице. А потом уже на исправленной детали буду снимать чистовую матрицу. Также нужно будет обдумать этот момент, а именно с установкой закладного крепления внутри спойлера. Ладно, это об этом подумаю и уже покажу готовый вариант. Дело продвигается, процесс прогрессирует. Сейчас кое-где подмазать. Продолжаем работать. Зашпатлевал, получается, верхнюю часть еще раз. Получилось в этот раз уже большие поры закрыть и шпателем сделать поверхность более ровнее.
После неоднократной примерки, шпатлевания и зашкуривания спойлер имеет такой вид. Как вы могли видеть, в этих отростках спойлера уже под шпатлевкой установлена установочная пластина со шпильками. Также по внешней части здесь есть ребро. Она виднеется, так скажем, внешний угол. Также здесь на кончике и на внутренней стороне сделана фаска. Ну, просто для красоты. Также у основания здесь такой плавный переход. С другой стороны все точно так же. Теперь нужно будет вот такие маленькие кратеры, ямочки зашпатлевать уже обычной шпатлевкой без стекловолокна и уже довести все до состояния ближе к идеальной. Итак, черновая деталь готова. Теперь нужно готовиться к снятию черновой матрицы. А для этого нужно эту черновую деталь установить на автомобиль, закрыть открытые места на автомобиле, чтобы в дальнейшем не запачкать, покрыть черновую деталь краской и уже делать отбортовку, далее наносить стекломатериал. Все, не будем долго затягивать и приступаем к работе. Макет спойлера я покрасил в 2 или 3 слоя. Это обычная акриловая быстро сохнущая краска в баллончиках. Было у меня 1,5 баллончика, да, один был новый, другой наполовину использованный. Сейчас нужно подождать, как эта краска подсохнет, и уже тогда можно делать отбортовку и обкладывать макет стекломатериалом. Тем самым будем снимать матрицу. Напоминаю, что это черновая деталь, соответственно, будет и черновая матрица. После того, как с черновой матрицы я извлеку уже готовую черновую деталь, где надо, я ее подправлю. И уже с нее сниму чистовую матрицу, из которой буду извлекать уже спойлера, готовые к установке без изъянов, в котором уже будет все предусмотрено, так скажем, все изъяны исправлены. Процесс, как я буду изготавливать матрицу, я, конечно же, запишу, но если будет слишком много видеоматериала и выпуск будет 40-минутный, я лучше сделаю 2 части, чтобы вам не пришлось так долго смотреть один выпуск.
Всем спасибо, что досмотрели данный выпуск. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться. Также переходите по ссылкам в описании под этим видео на мой ВК, ТикТок, Инстаграм, на Драйв, куда я также выкладываю фото, видео, материалы. Всем до новых встреч и увидимся в следующих выпусках. Всем пока.